Еще в марте мой подписчик Александр подарил мне вот такую консольку в обмен на видос с ее восстановлением. За такой подгон огромнейший тебе респект. К тому же сам давно хотел пощупать этот артефакт портативного гейминга. Ну и сорян, что настолько затянулся видосом. Саня отправил не только саму консоль, но и аддон для нее – Game Gear TV Tuner. Это такая прикольная хрень, которая позволяет превратить игрушку в полноценный портативный телевизор. Аддон вставляется в слот картриджа, и в собранном виде вся установка не выглядит какой-то громоздкой и стационарной. Приятная особенность данного тюнера, что он питается от батареек самой консоли и не требует дополнительного источника питания. Хотя данный плюс одновременно является и минусом. Game Gear печально известна своим аппетитом, и в режиме игры одного комплекта батареи хватало примерно на 4 часа работы. Если картридж с игрой представляет из себя по сути одну микросхему ПЗУ, то схема этого тюнера гораздо сложнее, и все вот эти аналого-цифровые преобразования и прочая магия должна потреблять еще больше энергии, что естественно сказывается на времени автономной работы системы. Кстати, о питании. Game Gear питается от 3 пальчиковых батареек. И это было бы прекрасно, если бы было правдой. На самом деле консоль требует 6 элементов питания. Если вспомнить, что первые кирпичные версии Game Boy питались от 4 батареек, и для многих это было проблемой, то покупать по 6 батарей, которые садятся еще быстрее, могли позволить себе не самые бедные слои населения. Но благо, что консоль имеет гнездо внешнего питания, которое хоть в каком-то смысле и лишает портативности, но позволяет на какое-то время забыть о проблеме быстро садящихся батареек. Хотя само понятие портативности тут достаточно условное. Размеры консоли весьма впечатляют. Она больше того же Game Boy, гораздо больше PSP и чуть меньше Nintendo Switch, и то если не отстегивать джойконы. Как вывод, вполне портативная, но уж точно не карманная. В свое время ходила шутка, что Game Gear больше известна своим расходом батареек, чем играми, что отчасти правда. По большей части игровая библиотека приставки состоит из портов с устаревающей 8-битной Master System или со старшей 16-битной Mega Drive. Всего для нее было выпущено около 300 игр, и только около 100 из них были эксклюзивами платформы, что сложно назвать большой библиотекой, но и нельзя сказать, что игр не было вообще. Вообще вся система по сути представляет из себя портативную версию домашней 8-битной системы Sega Master System, только чуть мощнее. На ней можно также запускать картриджи от домашней системы через специальный переходник. Процессор – православный Zilog Z80 на частоте 3,6 МГц, 24 кБ ОЗУ и 16 кБ видеопамяти, 4-канальный стереозвук и экран 3,2 дюйма с разрешением 160 на 144 пикселя. Хотя программная приставка выдает разрешение 256 на 224 пикселя. Несмотря на свое явное превосходство перед портативкой от большой N, повторить успех Game Boy она так и не смогла, хоть и продержалась на рынке вплоть до 1997 года. Некачественный экран, большая прожорливость и габариты консоли перекрыли все ее достоинства мощного железа и обратной совместимости с Master System. Тем не менее, за официальный жизненный цикл было продано около 11 миллионов консолей, что на фоне 3 миллионов проданных Atari Lynx выглядит победой, но совсем не впечатляюще на фоне 118 миллионов Game Boy. На верхнем торце этого кирпича находится регулятор громкости, выход на наушники, порт расширения, заглушка которого прикипела и не отстегивается, разъем внешнего источника питания и выключатель консоли. Порт расширения, кстати, может использоваться для сетевой игры. Ну, наверное. На самом деле я не смог найти исчерпывающий ответ об использовании этого порта. Регулятор подсветки находится на правом торце. Хоть на момент выхода Game Gear на рынке уже 2 года была Mega Drive, тогда еще с 3-кнопочным геймпадом, но раскладку геймпада портативка унаследовала от 2-кнопочного Master System. Было ли это плюсом или минусом, сказать сложно. Но было бы круто, если бы кроссплатформенные игры, например тот же МК3 или Червяк Джим, в портативном варианте игрались точно так же, как и на старшей системе. Но не это было бичом консоли. Дисплей хоть и цветной, но его качество весьма посредственно. Если с низким разрешением еще как-то можно смириться, то низкая контрастность, сильная засветка и в целом грязная картинка доставляют по-настоящему нравственные страдания. Да, у Game Boy не было подсветки, да, дисплей отображал только 3 цвета, но играть на нем даже сегодня относительно приятно, а картинка на Game Gear выглядит просто как мерцающая пиксельная каша.
TV-Tuner в свое время стоил достаточно дорого, а точнее 2/3 стоимости самой Game Gear. Но судя по количеству продаваемых тюнеров в комплекте с консолью, скорее всего все-таки пользовался популярностью. Он позволяет принимать каналы в двух диапазонах – Ultra High Frequency и Very High Frequency, что в переводе на русскую терминологию означает дециметровый и метровый диапазоны. На верхней стороне корпуса находится переключатель этих самых диапазонов, а также вход для композитного сигнала. Не знаю, с какой практической целью это было сделано, но, вероятно, для подключения видеомагнитофона, какой-нибудь ручной камеры или даже стационарных приставок. Ну а почему бы и нет, когда родители узурпировали телевизор, а играть все равно хочется. Там же находится телескопическая антенна длиной около полуметра и на боку подстройка цвета. Крутилка регулятора сделана очень неудобно и, вероятно, подстраивать цвет требуется достаточно редко. Еще представляет интерес задний стикер тюнера. Тут помимо разной технички еще указаны даты 25 июня 85 и 27 августа 87. То ли это дата производства, то ли дата патентов, но в любом случае получается, что движуха вокруг этого тюнера началась еще за 6 лет до выхода консоли на рынок. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, напишите в комментариях. Хватит, пожалуй, обзирательства, предлагаю приступить к ремонту. По предыстории Александра, он покупал этот экземпляр на eBay как вполне рабочий, но гнусный продаван его обманул и прислал нерабочий утопленный хлам. То, что с этим набором не все в порядке, в общем-то видно сразу. На ТВ-тюнере не двигается указатель каналов, а контакты отсека батареек покрыты зеленой шубой. Но меня больше беспокоит не это. Под стеклом экрана находятся какие-то металлические крошки, очень похожие на отходы из оловоотсоса. Очень хотелось бы надеяться, что это не так, и максимум, что это будет, просто бахнувший конденсатор. Корпус крепится одним хитрым шурупом. Головки для него у меня, конечно же, нет, поэтому попробуем вывернуть подручными средствами. Радует то, что он достаточно большой и вокруг него много свободного места. Хотя, судя по тому, что он вернут не до конца, вовнутрь уже кто-то лазил. А вот и источник металлической шелухи. Внутри корпус покрыт токопроводящим слоем, видимо для экранирования помех от консоли. То ли от времени, то ли от попадания влаги, напыление хлопьями слазит с пластика и попадает на плату, вероятно создавая короткие замыкания. Глобальных следов залития на плате не видно, кроме участка под крестовиной. Ну что ж, будем изучать, насколько глобальны последствия. При внимательном осмотре последствия влаги уже не кажутся локальными. Окислы присутствуют на многих частях платы. Больше всего, конечно, пострадал участок под крестовиной геймпада. Досталось и шлейфу экрана, но есть небольшая надежда, что экран еще поработает. А вот конструкция подсветки тут достойна отдельного внимания. Никаким диодным светом тут и не пахнет. Экран подсвечивает самый настоящий прожектор на люминесцентной лампе. Причем на плате консоли стоит импульсный инвертор на 2 кВт для питания этой приблуды. Ну ладно, хоть не лампы накаливания поставили. На лицевой части корпуса напыление сохранилось чуть лучше, но все равно местами уже начинает слазить. Я все никак не могу перестать умиляться этой подсветки. Настоящая карманная высоковольтная лампа дневного света. Эх, времена, эх, технологии. Первым делом нужно убрать всю зеленую шубу, чтобы оценить состояние меди под ней. Очиститель контактов тут не сильно помог, поэтому придется наложить уксусный компресс. Пока большая плата отмокает, проведем ревизию дополнительных модулей. Первая плата – звуковой модуль. На нем находится звуковой усилитель, регулятор громкости и гнездо наушников. Этой платке тоже досталось не слабо. Один конденсатор отвалился сам, а остальные уже достаточно подгнившие. Плюс в самом разъеме наушников тоже присутствует обилие ненужных отложений. Вторая платка – модуль питания. Схемы на него я еще не видел, но судя по количеству контактов, на нем завязано не меньше 3 напряжений. Состояние у него заметно лучше, но экранирующая шелуха от корпуса находится и здесь, и кто знает, что она могла там замкнуть. Оба модуля отправляются в ультразвуковую ванну, и можно сразу увидеть, как жидкость начинает мутнеть. А пока помытые модули сушатся, займемся пропайкой основной платы.
Окислы меди ушли, а вот шуба с олова осталась на месте. Причем она представляет из себя довольно прочный панцирь, который и прогревается плохо, и механически удаляется довольно сложно. Есть риск сорвать деталь вместе с пятаками платы. Но худо-бедно такая броня начинает размягчаться под действием флюса. Так, ну что, производим первое включение. Вместо подсветки фонарик. Так, и соответственно ничего. Ну, кто бы сомневался. В наушнике звука никакого нет. Потребление 140 мА. Первое включение, естественно, не принесло никаких результатов. Экран не подает признаков жизни, а в наушниках тишина. Так как геймгиры печально известны болезнью дохлых конденсаторов, я отпаял от них по одному контакту. Так что, если какое-то из них ушло в короткое замыкание, на работе платы это не должно отразиться. Не знаю, как насчет картинки, но звук, по идее, должен присутствовать. Но так как его нет, придется заменить все кондеры на новые. Перепаял все конденсаторы, но это не спасло ситуацию. При включении, ну теперь имеем хотя бы какие-то следы на экране. Не уверен, что он работает, но тем не менее уже что-то. На мгновение появляются полосы и тут же исчезают. В общем-то, после отпаивания шлейфа дисплея отсутствие картинки стало вполне понятно. Влага попала между контактами и сделала свое темное дело. Так как дисплей на плате теперь отсутствует, о работоспособности приставки можно судить только по звуку. Для этого я подпаял ко входу аудиомодуля разъем на наушники, и наконец-то появились первые признаки работоспособности платы. Не знаю, слышно будет или нет. Звук есть, а значит плата успешно стартует. Так как у консоли стереозвук, то проверим второй канал. А во втором канале тишина. Звук до него не доходит. Так, ну, скорее всего, остался еще где-то один гнилой резистор или конденсатор, который предстоит найти. Блять, бляха-муха. Еще одна проблема, вот эту вот хрень лучше не трогать, потому что тут высокое напряжение. И, блин, надпись вот на этой крышке абсолютно не врет. Бьет и правда больно. Не смертельно, но неприятно. Все оказалось гораздо прозаичнее. Под разъемом просто окислились контакты. И одна дорожка, отвечающая за левый, или правый, за один из каналов звуков, просто подгнила. И поэтому не было контакта. Звук на большой плате починили, но теперь он теряется где-то на маленькой платке модуля. Придется снести с нее все детали, проверить все контакты и запаять обратно. С виду вроде здоровая дорога, а на самом деле подъеденная у самого корня. Звук у нас появился. Перепаял все конденсаторы. SMD компоненты тоже пришлось сдуть, почистить под ними и напаять обратно. И восстановить питание. Эта плата оказывается четырехслойная, и питание находится на разных слоях. Переходные отверстия съедены коррозией, поэтому питания на плате не было. Также поменял регулятор громкости. Тут, конечно, сеговцам надо сказать большое спасибо за тотальную экономию, потому что вот этот регулятор я снял с какого-то старого CD-привода. Звук отличный, очень громкий, по крайней мере в наушниках. Осталось дело за дисплеем. Нужно будет проверить целостность всех дорожек и в случае обрыва произвести протезирование тонким проводом. Благо, что медные дорожки шлейфа будут хорошо паяться, что в случае шлейфа с напылением не оставило бы никакого шанса на восстановление. На удивление, контакт был оборван только на двух дорожках. Но их в принципе было несложно восстановить перемычками. Поэтому сейчас будем припаивать дисплей на место. Максимально аккуратно припаял шлейф, контакты у него все прозваниваются. Но, к сожалению,
результата особого это не дало. С таким дисплеем дальнейшее восстановление встает под большим вопросом. Но тем не менее, работа проделана все равно не зря. Плата вполне себе рабочая, корпус в нормальном состоянии и еще не оттестирован ТВ-тюнер. А значит, что это не конец истории, а только передышка перед новой главой. Можно попробовать найти другой дисплей и даже в качестве донора купить вторую консоль. Но зачем? Сейчас доступны крутые модификации Game Gear на современных технологиях, и если уж менять дисплей, то менять его на современный, нормальный. Поэтому в следующей серии все-таки доведем эту консоль до ума. Ну, как только подкоплю денежку на мод дисплея. В любом случае подписывайтесь на канал, если тут пролетом, потому что продолжение обязательно будет. Всем мира, добра и удачи, и до скорых встреч!